Национальный центр «Россия» — это общественное пространство, в задачи которого входит укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну и развитие профессиональных навыков детей и молодежи. Этот масштабный проект создан указом президента Владимира Путина 1 июля 2024 года для сохранения наследия международной выставки форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Национальный центр «Россия» — это территория 28 тысяч квадратных метров. Гастрономические ряды. Выставочное пространство площадью более 6 тысяч квадратных метров. Конгресс-зал на 600 человек. Универсальный зал на 1600 человек. Деловая зона. И даже универмаг площадью 150 квадратных метров с лучшими российскими товарами. Здесь проходят культурные, образовательные, деловые и другие общественно значимые мероприятия. Национальный центр «Россия» — это место пользы, место гордости и место силы для всех жителей нашей страны. Говорит и показывает Москва. Говорит и показывает Национальный центр «Россия». Мы начинаем. Мы начинаем открытый диалог. Открытый диалог – это будущее мира. Новая платформа глобального роста. В ближайшие 3 дня здесь мы подведем итоги конкурса эссе. Эссе о будущем мира. Вы знаете, всего было направлено более 700 эссе представителями 102 стран. Давайте поаплодируем этим людям. Напомню, основные векторы написания идей были следующие. Инвестиции в человека, инвестиции в среду, инвестиции в технологии и инвестиции в связанность. Эксперты отобрали лучшие эссе, и представители более 40 стран мира приехали сюда. Аплодисменты в их честь. Сегодня они представят свои эссе на питч-сессиях. Ну а сейчас я приглашаю на сцену заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Максима Станиславовича Орешкина. Добрый день, уважаемые друзья. Я рад вас приветствовать здесь, сегодня в Москве. Сегодня хороший солнечный день. Особенно я рад приветствовать тех, кто в Москве сегодня находится впервые. Наш действительно очень красивый, очень гостеприимный город. Я уверен, что он вам понравится. Уверен, что вы здесь проведете несколько незабываемых дней. Несколько незабываемых дней в очень плодотворной, интересной дискуссии. Действительно, если посмотреть на то, что сейчас происходит в мире,
много новостных заголовках о нестабильности, о каких-то конфликтах, противостоянии экономическом, политическом. Но на самом деле очевидно, что за всей этой шумихой стоит вполне понятный тренд. Тренд на формирование новой волны глобального экономического роста. Цифры всем хорошо известны. Если страны БРИКС в начале 21 века составляли меньше четверти глобальной экономики, то сейчас это уже треть и даже больше. А с учетом тех стран, которые шаг за шагом присоединяются к объединению БРИКС, эта цифра уже вплотную подбирается к отметке в 50% глобальной экономики. Важно понимать, что на данном этапе, если смотреть вперед, то пальму первенства в глобальном экономическом росте уже будут играть даже не сами страны БРИКС, а гораздо более широкое понятие – страны глобального юга. И наша с вами задача – сформировать условия для того, чтобы экономический рост в этих странах активно и последовательно развивался. Для этого мы все собрались в эти дни сегодня здесь, в Москве, чтобы подумать о том, как сформировать платформу глобального роста наших экономик и в целом мира. Как сделать так, чтобы новые инвестиции в человека, в технологии, в связанность, в среду продвигали весь мир вперед. Мы запустили действительно открытый диалог, в рамках которого мы получили около 700 эссе из более чем 100 стран мира. Действительно, люди со всех уголков, со всех континентов высказывали свои идеи о том, что же нужно сделать, какие интересные проекты необходимо реализовать для того, чтобы мир двигался вперед, для того, чтобы наши страны двигались вперед, для того, чтобы благосостояние и качество жизни наших людей улучшалось. Нам предстоят действительно 3 очень интересных дня, плодотворных дискуссий, и я уверен, что все те идеи, которые высказываются, нам еще долго предстоит обдумывать, переосмысливать и затем, что очень важно, внедрять в нашу жизнь. Еще раз хочу вас поприветствовать сегодня здесь, в Москве, в прекрасном национальном центре России. Действительно, впервые мы проводим такое открытое международное мероприятие. Мы все вместе с вами будем обсуждать новые идеи, формировать новые проекты и затем реализовывать во благо наших стран, во благо человечества, во благо наших людей. Спасибо большое. Добро пожаловать в Москву. Спасибо, Максим Станиславович. Ну что ж, дорогие друзья, давайте работать. Давайте я расскажу вам о том, как пройдут эти 3 дня. Итак, в 10 часов 50 минут сегодня 4 параллельные питч-сессии эссеистов с участием экспертов. Каждая питч-сессия разделена на 3 блока с небольшим перерывом на кофе. В конце дня эксперты выберут лучшие эссе для участия в панельном питчинге, который пройдет уже завтра. Экспертное жюри подведет итоги презентации и определит по 4 эссе победителя. Завтра, во второй день нашего международного открытого диалога, в 9 часов 15 минут состоится сессия-презентация в рамках открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». В 12:30 начнутся панельные питчинги по 4 тематическим векторам. И в третий день в 10:00 состоится финальная сессия открытого диалога. Ну, а для того, чтобы общение было плодотворным, насыщенным, динамичным, с нами сегодня будут работать модераторы, топ-модераторы. Дорогие друзья, я приглашаю на эту сцену модераторов, которые расскажут о своих питч-сессиях. Инвестиции в человека. Александр Исмаилов. Александр, на сцену.
Доброе утро, дорогие друзья. Я искренне рад вас всех приветствовать. Меня зовут Александр Исмаилов, мне 40 лет, женат, 2 детей, близнецы по гороскопу. Я сегодня буду модератором в секции «Инвестиции в человека», и я надеюсь, что мы с вами продуктивно проведем это время. Я желаю удачи всем тем, кто будет зачитывать эссе в этой категории. Кстати, давайте узнаем, кто работает сегодня в секции «Инвестиции в человека». Поднимите, пожалуйста, ваши руки. Так, отлично, нас очень много. У меня для вас очень хорошая новость. Мы с вами останемся в этом зале. Все остальные уйдут в другие аудитории, а мы с вами будем находиться в этом уютном помещении. Ну что же, я рад вам представить следующего нашего модератора, который будет работать в секции «Инвестиции в среду». Прекрасный парень из Великобритании, the handsome guy from Great Britain, Daniel Hawkins. Please welcome. Дорогие друзья, уважаемые гости, у нас сегодня с вами стоит важная задача обсудить не только, как инвестиции влияют на экономические показатели, но еще создают среду, где людям комфортно, безопасно, где люди могут уверенно смотреть в будущее. Экология городов, устойчивое развитие, все мы это с вами сегодня обсудим. Это все ключевые вопросы, которые будут влиять на качество жизни будущих поколений. Я абсолютно уверен, что с нашими уважаемыми экспертами, спикерами сегодня мы обсудим реальные решения, которые будут востребованы по всему миру. Спасибо еще раз. Всем продуктивного дня. И хотел бы представить дальше моего коллегу, модератора вектора инвестиций в технологии Руслана Бондаренко. Приветствовать, или как говорят мои коллеги, привет, мир! Именно этой фразой IT-специалисты начинают разговоры и написали первый код. Сегодня на треке, где мы будем говорить о технологии, будут представлены 24 эссе, прекраснейших эссе о том, как технологии, не просто хайп, а как технологии способны изменить и сделать наш мир глобально интересней и лучше. Для всех тех, кто будет присутствовать в этом прекрасном зале, и тех, кто увлечен так же, как и я, технологиями, рекомендуем оказаться в холле номер 2. Именно там будут представлены эссе, именно там вы узнаете о тех новых диковинных премудростях, как принято говорить у нас в России, которые изменят мир. Спасибо огромное. Жду всех вас. А в завершении нашего прекрасного такого питча я буду стоять там и ждать своих коллег, которые вместе со мной отправятся в это интересное путешествие по технологиям. Ну а прямо сейчас я хочу предоставить слово еще одному нашему модератору, который откроет трек вектора инвестиций связанность. Ваши аплодисменты. Михаил Николенко. Ну что, всем привет, всем здравствуйте. Добрый день, доброе утро, может быть, даже доброй ночи, смотря с какого часового пояса вы нас все смотрите. Здравствуйте, поаплодируйте сами себе, вы в правильном месте, с правильными людьми в правильное время. Действительно, мой третий зал сегодня с 28 участниками будет посвящен инвестициям в связанность, в то самое, благодаря чему мы все сегодня здесь собрались, онлайн ли, вживую ли. Ну и будем разбирать, как же теперь современный мир устроен, где нам с вами и нашим детям, внукам, правнукам долгое время жить. Поднимите, пожалуйста, руку, кто мои в третий зал инвестиции и связанность. Машу вам рукой, жду вас всех в третьем зале. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, вы знаете, буквально несколько дней назад самую главную инвестицию в человека Михаил сделал. Он стал отцом. Давайте сделаем аплодисменты этому молодому отцу. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, давайте начинать работать, потому что мы сюда приехали для того, чтобы именно разговаривать, для того, чтобы вести диалог. Ведь я открою небольшой секрет. Открытый диалог – это универсальный формат, который был придуман здесь, у нас, в России, в Национальном центре «Россия». И давайте сделаем все возможное, чтобы весь мир узнал о нашем открытом диалоге. Дорогие друзья, хорошего вам дня, хорошей работы. Александр, вы остаетесь в этом зале, ребята забирают всех и расходятся по залам, и мы начинаем. Дорогие друзья, большое всем спасибо. Спасибо.